Приветствую тебя, зритель из будущего. Ты попал на курс лекций о легендах и мифах древнего мира. И сегодня я поделюсь историей о мастерах-иллюзионистах Петре и Хане, авторах знаменитого фокуса по вытягиванию кролика из шляпы. Хотя, если быть точнее, получали они куда более полезные вещи из бездонного чемодана. Это зелье здоровья, осколки показателей и осколки заклинаний. Для удобства предлагаю разделить последующее повествование на несколько глав. В первой кратко обозначим, о каких ключевых предметах пойдет речь. Далее перечислим локации для их поиска, и в заключительной части раскроем все секреты и тайны этого завораживающего трюка. Ну что, приступим? Еще не держат голову, не сделан первый шаг. Томятся в ожидании Чайковский и Маршак. Никто еще ромашки ей в поле не нарвал, никто и не обидел, и ни слова не наврал. Она еще не видела, как цветет сирень, она еще не знает про потомственную лень. Про зайца, про ворону, про колючего ежа, про злобную соседку со второго этажа. Когда-то очень давно мне посчастливилось познакомиться с молодым и энергичным Петром, выходцем из немецкого Франкфурта. Глаза его горели, броня сверкала, а молот сражал супостатов наповал. Юный энтузиаст только-только начинал постигать азы в области магии, но уже вовсю рвался на самую вершину, к богатству и вечной славе. Тогда он мне и поведал о 3 легендарных артефактах, определяющих реальность в этом мире. Первым из них было лечебное зелье. Израсходованный запас этих банок с целебным сиропом восполняется поштучно на чекпоинтах или полным комплектом после смерти. Общее количество склянок в рюкзаке можно увеличивать за счет найденных пустых бутылок. Эх, какую эпоху потеряли! В былые славные времена дети с малых лет мечтали не только бороздить бескрайние просторы океанов или строить до самого неба каменные пирамиды, но и заниматься престижной профессией по сбору стеклотары на районе. За время путешествия от стартовой катсцены до финальных титров игроку попадутся 14 пузырьков крови, без учета начального набора, который зависит от выбранной роли. Всего в оригинальных лордах представлено 9 игровых классов, но здесь это довольно условное понятие и применимо отчасти лишь к самому первому прохождению на НГ0, где будут доступны для исследования заклинания пока только одной из 3 школ чародейства. После завершения основной квестовой цепочки, победой всего хорошего против всего плохого, игра автоматически перейдет на повторный забег с самого начала. Естественно, тем же самым персонажем, со всем собранным баулом, колюще-режущего и защитного эквипа, но уже с открытием прокачки одной дополнительной ветки волшебства на выбор. Вторым сокровищем является осколок с очком показателя, единственный предмет в игре для поднятия уровня персонажа. Его можно получить 2 способами: обменять на собранный опыт или залутать с некоторых сундуков. По игровому миру таких раскидано всего 7 штук. И последняя ценность – это осколок с очком заклинания, единственный предмет в игре для изучения и прокачки магии игрока. По аналогии с предыдущим шардом, этот тоже выкупается за набитую экспу или добывается в тайниках. Общее количество найденных камушков за одно прохождение составит 8 штук. Давай-ка пробежимся по всем злачным местам с занесением их расположений на карту. С этим нам в одно время очень здорово помогла Ханна, уроженка польской Варшавы. Как и Петр, она оказалась паломницей на пути к званию величайшей фокусницы по исчезновению. Зелий из сундуков. Процесс нахождения каждой из этих 3 драгоценностей будет пересказан в сюжетном порядке. Дело в том, что в ходе путешествия по миру The Remote Lands of Prayer протагонистам будут посещаться одни и те же локации по нескольку раз, но с каждым новым приходом эти зоны будут расширяться, давая доступ к ранее закрытым областям. Для удобства ориентирования сюжет игры можно условно поделить на главы, где в конце каждой предстоит выйти в ножи с очередным боссом. Список вещей, которые можно отыскать до начала конкретного босс-файта, будет перечислен во время его катсцены. Итак, Я сказала, стартуем! до схватки с начальным боссом, он же первый надзиратель, игроку встретится пустая бутылька, припрятанная в тайной комнате за шкафами, напротив камина.
Одержав победу в бою с надзирателем, но еще до драки со вторым боссом-командующим, следует посетить несколько мест, среди которых подвальные помещения в стартовой локе, где станет доступен портал в сокровищницу, из которой можно вынести один пузырек здоровья. Еще одна банка с компотом лежит неподалеку, после большого зала. Спустившись по лестнице на 2 пролета вниз, в одной из комнат будет возможность попасть в погреб через дыру в стене. Дезинсектором, салам, арахнофобом, соболезнуем. И последняя, третья остановка находится недалеко от арены щитовика, в Северной башне, где нас дожидается в сундуке осколок с очком показателя. На момент начала поединка на кладбище с идолопоклонником в рюкзаке игрока уже должна быть 1 бутылка со строительных лесов, со двора замка, и 2 с дозорной башни, 1 с внутренней комнаты у ворот, а 2 снаружи, с тропинки до арены босса. Следующее рандеву назначено с лазутчиком в мире Рогров, до битвы с которым можно раздобыть 2 эстуса на уличной круговой арене, 1 осколок навыков в западной комнате и 1 осколок магии в пещере. Также на кладбище станет доступным вход на малую арену состязаний, где можно заработать по 1 шарду на магию и навыки за успешное отражение 3 волн противников. После танцев с Нидики неподалеку откроется сокровищница с 2 пузырьками крови. Перед заходом в клетку с чемпионом можно заработать в награду осколок заклинаний от монаха в тюрьме, а еще там же рядом охраняется арбалетчиком 1 осколок характеристик. С окончанием поединка с теперь уже экс-чемпионом нас ожидает прогулка с домашним питомцем короля по имени Зверь! До этого стоит запрыгнуть в открывшийся портал на дополнительную арену состязаний, где в награду выдадут 1 осколок блестящего камня и пустую тару из-под кефира. Наигравшись в салочки с местным пекинесом, наш путь лежит снова в мир Рогоров, на арену к стражу. Перед этим лучше не забыть забрать камень магии из тайника за стеной в цитадели и стеклотару с арены в катакомбах.
Дополнительно откроется портал в бесконечную пустоту. Это почти как сокровищница, только ради сундука с очками, на уровень, и магию там придется побегать, решая шарады. На пути после стража, но до уничтожителя, встретится одна бутылка на парапете, прямо у разлома. Также не забудьте посетить портал в пустоту, на арене прошлого босса, откуда можно вытащить один шар показателя. Надеюсь, вы не прыгнули в портал за спиной уничтожителя сразу после битвы, поскольку его поражение открыло доступ в сокровищницу его локации, где лежит одна пустая склянка. После знакомства с запертым божеством и возвращению в мир людей, нам откроют доступ к сундуку с шардом заклинаний и порталу на соревнования за осколки уровней и магии. Итого, уже на моменте драки с прошлыми братьями-акробатами, у Харкина в инвентаре осядут дополнительные 14 банок, 7 шардов характеристик и 8 шардов магии. Это касается только первого прохождения игры, поскольку если вкачать в удачу от 25 до 40 статов, то на повторных забегах НГ плюс 1 и НГ плюс 2 почти с любого сундука начнут падать осколки показателя. Видимо, это было добавлено разрабами в целях экономии времени игроков, по причине стоимости левел АПА за экспу на поздних стадиях прокачки. От стартовых 500 единиц опыта за очко показателя цена будет подниматься на каждые 10% от предыдущей цифры, то есть составит 550, затем 605, 666, 732 очей и так далее. В то же время для заклинаний от стартовой цены в 1100 единиц рост составит 15%, то есть порядок будет уже 1265, потом 1454, 1672 и тому подобное. Рекомендуется перед использованием предметных осколков тратить именно очки опыта, пока цена не слишком сильно вырастет. Смею напомнить, что мы здесь собрались поговорить не только за честную добычу, но и шушуть за нелегальные движения, а потому милости прошу в следующую главу нашего повествования. Что же случилось с этой парочкой, спросит зритель. Исход был немного предсказуем. Получив заветные награды и признание, они оба возжелали еще большего, но чрезмерные амбиции и горячие характеры не позволили им найти общий язык для новой совместной работы, и пути их разошлись. Ханна еще какое-то время скиталась по миру в поисках достойного партнера, заглядывала даже в далекие американские земли за океаном, но обрела свое счастье в ближайших к себе испанских и венгерских коллективах, таких же неравнодушных к искусству иллюзии людей. Петр же, напротив, изначально зная, чего хочет, шел напрямую к своей цели и самостоятельно добился оглушительного успеха, честь ему и хвала. Напоследок, в знак благодарности за оказанную мною помощь, он раскрыл тайну того самого мистического трюка, прославивший его с Ханной на весь мир. Начнем с того, что лорды 2К14 для PS4 до сих пор не вылечены от ряда багов. С одной стороны, это, конечно, неприятно, когда на ровном месте пропадают звуки или исчезают всплывающие названия локаций, или игра вовсе крашится. Но с другой стороны, мы имеем глич на дюп лута, оно же бесконечное копирование награды. Общий принцип рыбалки рассмотрим на примере сундука с пустой бутылкой, который открывается после победы над первым надзирателем. Пункт 1. Подходим вплотную к интересующей нас сфере с дропом, пока не появится надпись «Взять». Пункт 2. Не забирая ее, умираем в этой же локации любым удобным способом.
Пункт 3. Возвращаемся к той же сфере, и теперь уже при появлении надписи «Взять» смело забираем ее в рюкзак. Пункт 4. Наблюдаем, что на месте забранной сферы осталась еще одна такая же. Ни в коем случае не забираем второй дроп, даже несмотря на надпись «Взять», а идем снова умирать в этой же локе. Пункт 5. Повторить шаги номер 3 и 4 8 раз. Также важный момент при подборе последней 8-й копии с сундука. С 1 по 7 надпись «Взять» появляется как обычно, подходя спереди к ящику. Но на 8-й заход «Взять» спереди ничего не выйдет, нужно подойти сбоку. Это как раз сигнал, что на текущей сессии осталась последняя копия, теперь забрав ее для продолжения, завершите цикл и возвращайтесь снова. Пункт 6. Перейти в любую соседнюю локацию, сохраниться на контрольной точке, перезапустить игру. Готово. После перезахода можно повторять цикл дюпа бесконечное число раз, пока не надоест. Однако, если хотите двигаться по сюжету дальше, то для сохранения возможности копи-паста на конкретном сундуке, чтобы вернуться к нему в любой момент и продолжить доставать кроликов из шляпы. Перед уходом от сундука обязательно вернитесь к нему и сделайте шаги с 1 до 2, иначе сундук опустеет и не восстановится вплоть до следующей НГ+, после очередного перезахода или загрузки любой третьей локации. Не забудьте, что после перезахода дюб сначала нужно запустить, строго от шага номер 1, то есть в первый раз посмотреть и умереть, а уже потом посмотреть, взять, умереть, иначе до свидания, до следующего перепрохождения. Парадокс, что от начала игры не прошло и часа, а мы уже можем затариться огромным запасом целебных эликсиров, которых хватит на все путешествие, вплоть до финальных титров, хотя мы едва успели познакомиться с самым первым из 10 господинов с армией легионов проклятых. Для некого баланса, если тут такой термин вообще применим, по опыту достаточно от 20 до 30 бутылей, чтобы уж совсем не облегчать игру. Очередной парадокс нас ожидает прямо в соседней локации, где, не доходя до второго босса, можно задюпать сундук с осколком на Level Up в таких же неограниченных количествах. Последовательность действий ровно та же самая: открываем, читаем, оставляем, умираем. Для ускорения можно снять доспехи. И только после уже возвращаемся, забираем, умираем.
Описанный полный цикл копирования применим ко всем сферам в игре, неважно в сундуке они находятся или сами по себе лежат на грунте, кроме дропа с живых противников, который почему-то невозможно отксерить. Само собой, дюб не запустится, если после просмотра надписи «Взять» нельзя умереть в локации, это относится к аренам соревнований. Все собранные осколки характеристик не рекомендуется использовать сразу, по причине низкой стоимости прокачки начальных уровней персонажа за экспу. Но со взятием 50 уровня протагониста ценник за следующий подъем возрастет до 54 тысяч опыта, а уже с 57 на 58 до конских 104 тысячи экспы. Вот тут как раз и придут на помощь собранные ранее шарды. Для справки, характеристики при использовании одних из самых требовательных орудий ближнего боя составят 34 пункта силы для меча миротворца, 30 ловкости для чесотки и 26 веры для тяжелого взгляда. Самые дорогие заклинания обойдутся в 21 единицу веры. Озвученная ранее удача от 25 до 40 пунктов пригодится лишь для честного прохождения НГ +1 или НГ +2, лутая сундучки с осколками навыка. Выносливость и живучесть не имеют конкретных софткапов, но по ощущениям, после значений от 30 до 40 пунктов играть становится слишком легко. Исключение для конкретно этого сундука в Северной башне состоит в количестве копий за цикл. Оно ограничено 7 штуками, но мы люди не жадные, так и быть подарим один осколок великому немецко-польскому рандому. После забранной 7-й копии бежим обратно в начальную локу до контрольной точки, и можно начинать все по новой. При желании продолжить лутать осколки, пробегая мимо сундучка, читаем надпись «Взять», достигаем ближайшей контрольной точки, где сейвимся, затем помираем и после вперед за добычей. Первый дюб осколка для заклинаний возможен в мире Рогоров, в пещере, еще до встречи с 4-м боссом-лазутчиком. Последовательность копи-паста здесь в точности, как и в прошлые разы. Сначала смотрим смерть. Потом уже смотрим, забираем смерть, смотрим, забираем смерть и так далее до 8 раз. Каждая из 3 школ магии представлена 4 заклинаниями, которые раскачиваются с 1 до 3 уровня. Итого для полной прокачки первой школы понадобится 12 очков заклинаний, в заработанной экспе это составит около 32 тысяч опыта. Для раскачки второй школы нужны еще 12 очков, но за наличку прокачка встанет в дополнительные 170 тысяч с небольшим. Для прикола назову ценник на последние 12 очей 3-го набора чародейства – 914 тысяч убитых енотов. Вполне себе демократичные ценники, не находите? Хотя, учитывая 8 разбросанных свободных осколков в мире игры, дюпать больше 12 нет смысла. С другой стороны, зачем надрывать пукан в поисках оставшихся шардов, опустошая один тайник за другим?
если здесь и сейчас можно забрать 36 камушков и спокойно чилить до конца игры. Подводя итог и объясняя на пальцах, механика глитча такова. Если, подходя вплотную к награде в первый раз и не забирая ее, помереть рядышком, то после воскрешения персонажа, игра помимо оригинального незабранного дропа, добавляет перед ним его копию, которую мы и лутаем. И так по кругу с каждой новой смертью и воскрешением, исходная награда остается на месте, только одноразовые копии оседают в кармане игрока. По неизвестной причине, за одну сессию выпадает лишь 8 копий, последующие смерти не добавит 9-ю, остается лишь последняя оригинальная. Будьте внимательны, ее забирать нельзя, иначе дюб конкретного сундука завершится на текущем прохождении. Сменой локации считается вход в дверь или портал с последующим появлением загрузочного экрана. Сейф на контрольной точке сгодится как мягкий через стик плюс крест, так и грубый через крест. В обоих случаях сохранение прогресса считается выполненным после появления и исчезновения оранжевого круга в правом верхнем углу. Выходить сначала в главное меню игры, а только потом в меню консоли не обязательно, можно сразу из игры. Вариант с вилкой из розетки не тестировался. Примите мои поздравления. Лекционный курс прочитан. Буду с нетерпением вас ожидать на практических занятиях в нашем сказочном и немного позабытом мире оригинальных лордов. Вы заходите, но хоть иногда, пожалуйста. Хочу выразить огромную благодарность двум персонам, без поддержки которых был бы невозможен выход данного руководства в формате видеоролика, целый гайд от игрока под ником Казома2, где в подробностях расписан весь процесс дюпа награды, и сообщение от игрока под ником Lexich, где обращается внимание на возможность применения этого фокуса не только в указанных локациях игры. Strateg.ru Connecting People. Желаю удачи в путешествии по нашей губернии. Да хранит вас Адир!